Всем привет! Последние 2 года зима выдается очень суровая. И так получается, что каждый выход покататься на лыжах превращается для меня в небольшое испытание. Не знаю, как у кого, но у меня очень сильно мерзнут руки и ноги. Сильнее всего, конечно, мерзнут ноги, потому что руки хоть как-то можно разогреть, а ноги там находятся в ботинках зафиксированы и, в принципе, ничего с ними не сделать. Я пробовал надевать специальные чехлы на ботинки, но эффект от них небольшой. К тому же, я так понял, весь мороз идет снизу ботинка, то есть через подошву. И мучился я, и тут ребята мне посоветовали: а что ты мучаешься, купи себе химические грелки. И вот я их послушал, сходил в магазин, приобрел вот такую вот упаковочку за 140 рублей, по-моему. Здесь универсальный набор для рук и ног. Чисто для ног все раскупили, ничего не осталось, поэтому взял на пробу такой. Суть в том, что для рук грелки нагреваются до температуры 65 градусов, а для ног до 45 градусов. Не знаю почему, наверное, руки более суровые и им будет не горячо, а ногам, возможно, при 65 градусах будет горячо. Давайте открываем пакетик, посмотрим, что там внутри. Так, внутри, ничего себе, 2 книжки. Инструкция для ручной грелки и инструкция для ножной грелки. Короче, инструкции это для дураков, я их читать не буду. Да, здесь пакетики вот для грелок ручных и пакетик для ножной грелки. Вот смотрите, то есть суть какая. Как только мы распаковываем герметичный пакет, начинается химическая реакция, грелка начинает нагреваться. То есть через 10 минут она достигает своей заявленной температуры, то есть 45 градусов, и сохраняет ее в течение 5 часов. Этого более чем достаточно. На голую ногу нельзя наносить крестик, наносится на носок. Так я и поступлю, сейчас не буду приклеивать, приеду на место и перед обуванием лыжного ботинка наклею грелку на носок. Итак, я на месте, готов уже начать кататься. Берем наш пакетик с грелочкой, разрываем. И по идее все, как бы герметичность нарушена, должна начаться химическая реакция. Вот тут отрываем пленочку с одной стороны. С одной или с двух? Нет, только с одной оторвалась. Так, ну и как говорилось в инструкции, давайте покажу, если будет видно. Вот моя нога. И вот таким образом я ее приклею. Как раз в район пальцев, которые у меня мерзнут. Вот. Наверное, удобнее будет, если надеть 2 носка, например, один тоненький, на него эту штуку, а потом сверху еще, или наоборот, сначала толстый носок, на него грелку, и сверху тоненький носочек, ну, чтобы не сползало. Так, и все, и сейчас я буду стараться засунуть ногу в ботинок, таким образом, чтобы грелка не сползла. Ну, слушайте, вроде все получилось. Дело в том, что вот эти гоночные модели ботинок, они плотно охватывают ногу, пережимают в каких-то местах. И во многом еще из-за этого в таких ботинках ноги мерзнут. Но хочется ведь кататься в хороших ботинках. И сегодня я проведу эксперимент. И если все ок, то мое отношение к морозной погоде изменится. Ну что ж, ребята, пора подводить итоги. Проехал я 15 километров. На улице минус 13 градусов. Давай, минус 13 сегодня? Или минус 12? Холодно, короче. То есть руки сначала замерзли, пальцы, несмотря на то, что я был в перчатках, потом отогрелись. Но вот прямо я приятно сегодня удивлен. Ноги вообще не замерзли. Жалко даже завершать. Сейчас просто встретил ребеночка здесь, одного на тренировке. Тренировка проходила, завершилась, надо уезжать. А так можно было бы еще кататься и кататься. Потому что грелка рассчитана на 5 часов, а я покатался только час. Куда теперь ее девать? Я не знаю. Вот, 4 часа пропадет. Сейчас покажу, что с ней случилось. И дам, вот у меня свидетель.
Дам подержать. Докажешь, Варь, что она теплая. Ага. Так, вот, смотрите. Прокладка какая-то. Ну, похоже, да. Вот, тепленькая. Давай, вот она вот так вот выглядит. Смотрите. То есть, тепло. Вот сними перчатку. Посмотри, теплая. Да. Вот, видишь? Я... Че, Ну, тоже носки. попахивает, что ли? Не знаю. Я стирал носки. Да. И, то есть, на упаковке было написано, что это 45 градусов она обеспечивает. Ну, не знаю, так она еле-еле теплая. Но в замкнутом пространстве ботинка этого достаточно. То есть, ботинок имеет верхнюю поверхность водонепроницаемую, ветро-воздухонепроницаемую. И то есть, внутри такой источник тепла играет роль печки. Я вам говорил вначале, что существуют такие же грелки для рук. На них написано, что там температура 65 градусов. Так вот, конечно, и в ботинок не помешало бы тоже чуть-чуть погорячее грелку. Так что если по форм-фактору грелка для рук подойдет и для ботинка, то ее также можно отлично использовать. В общем, грелка супер, рекомендую. Жалею только о том, что раньше не знал о таком приспособлении и катался в мороз, морозил ноги, отмораживал пальцы. Серьезно отмораживал. Потому что на ногах у меня пальцы вот такие же длинные, как на руках. И они, кровь к ним плохо поступает, и они мерзли все время. Вот такой полезный лайфхак испытал на себе. Если информация была полезна вам, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Стукни по экрану.